Всем большой привет! Сегодня рецепт из раздела полезных видео «Приготовление витаминной смеси для повышения иммунитета с малиной, медом и корнем имбиря». Все знают о пользе меда и малины, но не всегда хочется просто так сам по себе кушать мед. И когда есть своя малина, свежая или замороженная, думаешь, что бы из нее приготовить, кроме варенья. Вот делюсь своим рецептиком малины с медом и корнем имбиря. Этот корень содержит в себе очень много полезных витаминов, минералов, аминокислот и является одним из основных в использовании для лечения и профилактики простудных заболеваний, ангин, лечения кашля, для нормализации пищеварения. Кроме того, этот корешок еще снижает холестерин в крови и снижает артериальное давление. И вот такого очень-очень полезного корешка мне надо ровно 100 граммов. Я взвесила, тут 100 граммов корешка. На пол-литра меда 100 граммов корешка и 300 граммов малины. Малину можно брать свежую или же замороженную. Сразу скажу, что эта смесь не для длительного хранения. То есть мы ее приготовили, храним в холодильнике месяц-два, и за это время надо ее скушать. Обычно больше месяца у меня такая смесь не сохранялась, мы ее за это время съедали. Малину перемяла вилкой или толкушкой для картофеля, смешиваю пол-литра меда с 300 граммов малины, так чтобы не было комочков. Мед я не разогревала, вот такой, какой он есть, он растает, точно так же, как мы добавляем сахар, когда перетираем малину с сахаром. Дальше займусь корнем имбиря. Для этого его надо очистить. Очень легко это сделать с помощью обычной чайной или столовой ложки. Он хорошо счищается, наподобие как молодой картофель. И получается у нас очень мало отходов. Даже в самых недоступных местах его очень легко можно очистить с помощью ложки обычной. Вот. Все хорошо очищается. Если срезать ножом, тогда мы очень много теряем веса из этого корешка. Вот посмотрите, сколько у меня, так буквально столовая ложка получилось отходов. Я их тоже не выбрасываю, их можно высушить и добавлять к блюдам в виде приправы или специи, предварительно перемолов. Дальше корешок натираю на мелкой терке. В корешке присутствуют волокна, я их отставляю в сторону и потом дополнительно измельчу их при помощи ножа. Вот. Измельчаю вот эти волокна, которые остались. И теперь добавляю натертый корень к смеси малины с медом. Все, по сути, эта смесь готова, но сразу в баночке я не разливаю. Надо оставить в комнате при комнатной температуре на 2-3 часа, пару раз перемешивая, чтобы все крупинки меда растворились и эта смесь имела более однородную консистенцию. И дальше отправляю в чистые сухие банки, закрываю крышками, и она у меня сохраняется в холодильнике. Получается очень ароматная витаминная смесь. Самый простой ее способ — это можно приготовить, например, малиново-имбирный такой компотик. В теплую водичку добавляете по вкусу этой смеси. Или же в любой травяной полезный ваш любимый чай. Я люблю добавлять ее на завтрак, например, к творогу или овсянке. Очень надеюсь, друзья, что этот рецептик вам придется по душе и вы будете готовить для своих родных и близких. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока.